Классическая обрезка заключается в полном срезании веток под самый корень. В первую очередь необходимо удалить двухлетние веточки. Они отличаются особой хрупкостью, кора на них заметно полопалась. Куст малины у меня посажен в своеобразный вазон, сделанный из автомобильных шин. Необходимо удалить самые слабые и тоненькие. Вот здесь видны старые засохшие ягодки, которые не успели созреть. Верхний срез необходимо делать примерно на 2-3 мм выше последней почки. Всем привет! Вы на канале Деломастера Боится. В этом видео я покажу, как обрезать ремонтантную малину весной типа Джоан Джей. Этот сорт выведен в Англии и он низкорослый, вырастает примерно метр, метр 30 максимальной высотой. Классическая обрезка заключается в полном срезании веток под самый корень осенью. Но мы получим урожай поздний, примерно в августе, а ее хочется поесть уже в июле. Поэтому я буду делать двухлетнюю обрезку малины. Этот куст малины в прошлом году давал хороший урожай. И некоторые не успела вызреть. Видно по высыхавшей веточке, потому что она до самого холода созревала и не хватало же солнца. Эту часть необходимо обрезать. В первую очередь необходимо удалить двухлетние веточки, которые уже высохли и давали урожай 2 года. Мы их обрезаем под корень, не оставляя пенечка. Они отличаются особой хрупкостью и ломкостью. Кора на них заметно полопалась, срез сухой, и их нужно сразу сжечь, потому что в них могут зимовать всевозможные грибки и вредители. Ветки обрезаем непосредственно под корешок. Куст малины у меня посажен в своеобразный вазон, сделанный из автомобильных шин. Поэтому полив не затрудняется ничем. Сюда наливается много воды и не надо копать ямку каждый год. И обрезаем дальше двухлетние ветки. Пеньки, которые остались с прошлого года, также необходимо обрезать. После удаления старых засохших двухлетних веток необходимо удалить самые слабые и тоненькие, оставив на кусту примерно 4-6 самых крепких веток. Желательно ветки выбирать в центре. Здесь они самые крепкие и сильные. Поэтому я все тоненькие по кругу обрежу, оставив только эти. Обрезаем их также под корень, не оставляя никаких пенечков. В конечном итоге у меня осталось 4 самые сильные веточки, которые в прошлом году уже плодоносили. Вот здесь видны старые засохшие ягодки, которые не успели созреть. И стебель видно, что с этого места примерно побелел. То есть верхняя часть стебля уже отработана. Ее необходимо удалить. Поэтому удаляем примерно половину этих стеблей для того, чтобы в этой части образовывались новые боковые веточки, и на них будет самый первый урожай уже в июне, в июле. Верхний срез необходимо делать примерно на 2-3 мм выше последней почки. Вот в этом месте я обрезаю на 2 мм выше от крайней почки. И так поступаем со всеми веточками. Срез должен быть зеленым. Если видите, что он засохший, то срезаем на одну почку ниже. И удаляем все отмершие боковые веточки. Они будут не нужны. Старые листья
которые лежат под кустом, я также удалю, потому что у них часто зимуют всякие вредители и грибки. А затем замульчирую свежей соломой или перепревшим навозом. Такая подрезка позволяет начать собирать урожай с июня и заканчивая поздней осенью. Конечно, большее количество ягод вы не получите, просто получите их раньше и на более растянутое время. Вы были на канале Деломастера Боится, смотрели видео о том, как обрезать ремонтантную малину сорта Джоан Джей. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!